Приветствую вас всех активистов разного мышления и нотками прозрения в некоторых вещах в своей жизни. Сегодня поговорим про воздержание как с точки зрения природы и как в целом воздержание является не каким-либо состоянием и культом, а логическим явлением. Если берем в основу нашу жизнедеятельность и включаем логическое мышление от природы, то получаем простые и объяснимые вещи, которые можно и нужно применить в свою жизнь. Наука предлагает нам заниматься активно половыми актами на протяжении всего времени нашего существования. За неделю для сохранения своего здоровья мы обязаны 2-3 раза совершить половой акт с партнером, и тем самым, чтобы наша половая система и все ее функции были в строю и работали в стабильно удовлетворяющем состоянии. Конечно же, рукоблудие, он же онанизм, вреден, и уже сколько личностей можно встретить, что твердят о том, как онанизм губит мужскую личность, и если он еще убивает себя порнографией, то происходит экстремальное разрушение своей личности, что ведет к множеству проблем и изменений, где не наблюдаются какие-либо положительные факторы. Вся эта ситуация, конечно же, понятна, но что насчет половых актов и как они будут себя проявлять на активном их пользовании? Если взять тот факт, что необходимо за неделю сделать несколько раз выброс семени, то получается, мужчина должен оплодотворить нескольких женщин за одну неделю, чтобы продолжить размножение. А если так посчитать, то за 1 год примерно получается 104 оплодотворенных девушек одним мужчиной. А мужчина способен в свою очередь на протяжении нескольких десяток лет выбрасывать семя наружу, что по идее получается за одну жизнь мужчина сможет иметь несколько тысяч детей. Звучит очень странно и непонятно, как мужчина способен прокормить такое огромное количество детей, что просто становится невозможным. Да и какая здравомыслящая женщина будет способна давать мужчине такой повод в оплодотворении многих других женщин? Да и в целом, какой интеллектуально способный мужчина будет способен на такое, непонятно. Но что происходит в нашей реальности? Мужчина имеет одну женщину, и все половые акты сопровождаются исключительно только с одним партнером. Разносторонние измены и набивание мужчинами количества разных оплодотворенных женщин с легким поведением в счет не берем, так как это отклонение и дефектный биомусор общества. Получается, когда мужчина активно и на постоянной основе ведет половые влечения со своей второй половинкой, то он занимается бессмысленными действиями. Ведь весь смысл в выбросе семени заключается в том, чтобы создать зачатие, и никаких других альтернатив нету. И нужно всего 1 раз совершить половой акт с партнером, чтобы создалось это зачатие, и больше не нужно. Бывают, конечно, случаи, когда с первого раза не получается создать зачатие, и приходится совершить несколько раз половой акт. Хорошо, оставим это в виде исключения, но в другой ситуации 1 раза более достаточно. И теперь, смотря на эту ситуацию, понимаешь, что зачем постоянно и на протяжении всей жизни оплодотворять одну женщину, когда можно этим не заниматься? Зачем и какой смысл оплодотворять ту девушку, которая уже оплодотворена с 1 раза и уже готова продлить размножение? Здесь уже идет простая зависимость человека от полового удовольствия, и чтобы из способа создания новых людей создать удовольствие, которое очень дорого обойдется. Жизненные ресурсы человека и его энергетика порой самое дорогое, что может у него быть, ведь это здоровье, которое стоит на первом месте. Весь смысл постоянного выброса семени в одного и того же партнера заключается в том, чтобы всего лишь создать удовольствие для себя. И наука, и врачи будут постоянно твердить о пользе такого влечения и считать это за естественное состояние. Но обычные люди со стандартным мышлением по умолчанию вряд ли смогут понять, что это обыкновенная зависимость, где идет погоня за удовольствием и эйфорического его получения. Правильный подход, который можно наблюдать, так это семья, состоящая из максимум 3 или 5 детей в природных условиях. Такую обстановку можно наблюдать и в современном мире, как, например, страны Африки, Индия, острова и другие бедные страны. Думаю, видели, узнавали и наблюдали вы за тем, какая сплоченная и порой правильная семья получается у этих бедных людей с низкими возможностями. Семья получается как целая команда,
где идет правильное взаимодействие и целое мини-содружество. И там нету понятий и распределения ролей, как, например, мужчина-добытчик, а женщина-представительница очага. Здесь идет совместная деятельность сплоченности между семьи, где и женщина помогает в постройке дома и шалаша, и в добыче для пропитания себя и своих детей, что и мужчина совершает помощь в очаге. Возможно, это может показаться не идеальным примером, но можно этот пример взять как весомый факт и его вставить в основу происходящего. Эти рассуждения были для природного образа жизни. В наши дни природной жизни практически нету, есть развитая цивилизованная жизнь, где все удобно и комфортно, но человеческие ценности мертвы напрочь и заменены на высокомерность и выразительную требовательность вперемешку с полной разочарованностью. Таким образом, человек не должен и не обязан постоянно вступать в половые связи, либо же заниматься самоудовлетворением. Поборов свою зависимость, можно свое внимание распределять в другие направления, и тем самым вы не будете себя разрушать через отсутствие активности в половых утехах. Самое важное, что необходимо сделать, это убрать возбудимость и его развитие. Триггерные ситуации придется истребить напрочь и на некоторые встречи с намеками на пошлость перевести на холодный взгляд с критикующей позицией, либо же максимальное игнорирование. В экстренных ситуациях хотение выбросить свое семя на провоцирующие возбудители стоит выдвинуть себя в роль наблюдателя и осуждающего мнения, оценить ситуацию и понять ее последствия. Обнаружив некую куклу с переоцененной внешностью и отдачей максимальной похоти, выдвините ее на критику от своего лица. Готовы ли вы жизнь отдавать ей, когда она простой человек и пользуется тем, чтобы вы были слабыми и были зависимы от ее присутствия, где вы будете заниматься сексуальным выбросом и отдавать свои жизненные ресурсы для других дел именно ей, либо не совершать страсть к дьявольскому намерению с женским образом и сохранность своих ресурсов оставить себе и распределить их на свои жизненные предпочтения. Настоящая истина всегда сопровождается массовой критикой для защиты своих интересов. Чем больше правды говоришь, чем больше людей захотят уничтожить эту правду в тебе. Если ты не знаешь, какую сторону выбрать, выбери свою сторону и полагайся только на нее.